Всем привет! Сегодня в видео поговорим о первом стабильном выпуске Rhino Linux. Rhino Linux – это дистрибутив на основе Ubuntu, основанный на непрерывном выпуске обновлений, в основе которого лежит Pagstyle и XFCE. Переходим на официальный сайт, чтобы скачать дистрибутив для установки и обзора системы. Разработчики заявляют, что это прекрасная операционная система для разработки. Нажимаем «Скачать». Выбираем подходящий нам дистрибутив для нашего процессора. Выбираем папку, куда сохраним дистрибутив. Нажимаем «Сохранить». Запускаем Rufus от имени администратора. Выбираем флешку для установки. И выбираем наш образ, который мы скачали. Другие параметры не трогаем. Нажимаем «Старт». Запишем флешку в рекомендуемом режиме. Все файлы на флешке будут удалены, обратите на это внимание. После того, как флешка записана, подключаем ее к компьютеру. Загружаем и заходим в BIOS для настройки. Перехожу во вкладку SATA Configuration, чтобы проверить режим работы жесткого диска. Также отключаю Security Boot. Сохраняем все настройки и перезагружаем компьютер. Вызываем boot меню, чтобы загрузиться с нашей флешки. Выбираем нашу флешку и загружаемся с нее. Выбираем первую позицию Install Rhino OS. Система загрузилась в режиме Live CD. Здесь мы можем производить простейшие действия, создавать файлы, смотреть наши флешки, загружать систему и пользоваться определенными программами. Но это не полноценная версия. Давайте нажмем Install Rhino Linux, чтобы запустить установщик. Выбираем язык системы. Нажимаем «Далее». Выбираем страну или регион. Нажимаем «Далее». Здесь он автоматически определился. Выбираем раскладку клавиатуры и нажимаем «Далее». Здесь можно выбрать различные типы установок. Я выбираю стереть диск и запишу только эту операционную систему. Нажимаю «Далее». В данном разделе указываем имя пользователя и пароль. Как устанавливать две операционные системы рядом или заменять разделы, будет отдельное видео на канале. Нажимаем «Далее». Нажимаем клавишу «Установить» и приступить к установке. Началась установка операционной системы. Операционная система установлена, нажимаем «Готово» и извлекаем нашу флешку из системы. Вводим пароль, который указывали при установке операционной системы. Операционная система загрузилась. Здесь мы видим приветственное окно. Можем выбрать стиль оформления системы, светлый или темный. Нажимаем Next. Выбираем менеджер пакетов, который будем использовать. Нажимаем Next. Выбираем настройки, которые нам подходят, и нажимаем Next. Вводим пароль администратора. Вводим еще раз пароль администратора, и все настройки применены. Компьютер идет в перезагрузку. Наша операционная система загрузилась. Давайте посмотрим ее окружение, некоторые программы и плавность работы. В качестве боковой панели в приложении Rhino Linux применяется PlanDock, сверху штатная панель XFCE. Штатные программы и приложения, которые поставляются с большинством дистрибутивов Linux. Также в основу данного дистрибутива включен пакетный менеджер Pagstyle, позиционируемый как аналог репозитория AUR.
Также хочу заметить, что тут глазовыжигающий обои. Вам придется скачать сторонний, если вы хотите работать и тестировать данную операционную систему. Модель обновления в данном дистрибутиве – это роллинг релиз, непрерывное развертывание. Это модель, при которой обновление программного обеспечения выпускается непрерывно, а не пакетными версиями. Таким образом, программное обеспечение всегда остается актуальным. Также в данной операционной системе есть RhinoDrop – приложение для обмена файлами между различными устройствами. Для просмотра информации о системе и для обновления дистрибутива в этом Linux есть приложение YoSystem, которое позволит вам обновить все компоненты вашей системы до последних версий. Всем спасибо, кто досмотрел ролик до конца. Если у кого-то остались вопросы, пишите их в комментарии. Будет еще отдельный ролик по обзору этой системы. До новых встреч!